В этой стране есть живые оазисы среди пустыни, впадины с кристально чистой водой и море, ведь это бывшая морская империя. Это очень богатая страна, но в то же время очень скромная, ведь в ее столице совсем нет небоскребов. Самая безопасная страна – это... Давайте честно, многие из вас не знают, где находится эта страна или вообще про нее ничего не слышали. Но это настоящая жемчужина Аравийского полуострова, которая долгое время была скрыта от глаз туристов. Это видео про Оман. Оман часто называют жемчужиной Аравийского полуострова. Это одно из немногих государств в мире, которое называется султанатом, и правит здесь настоящий султан. Экономика Омана основана на нефти и природном газе, но при этом вы не найдете здесь небоскребов. Почему? Об этом я расскажу чуть позже. Оманский реал – одна из самых дорогих валют в мире, оценивается в $2,6 и занимает третье место в списке самых дорогих валют, уступая лишь бахрейнскому и кувейтскому динарам. В Омане практически отсутствует безработица, причем не за счет привлечения мигрантов, а благодаря строгой политике по оманизации рабочих мест. Например, водители такси здесь исключительно коренные оманцы, иностранцам запрещено работать таксистами. В стране практически нет пробок, даже в столице, Маскате, движение остается спокойным. Что интересно, в Омане практически везде бесплатные парковки. Вот сколько я ездил, я не нашел ни одной платной. В целом, Оман и ассоциируется у меня со спокойствием и умиротворением. Здесь легко расслабиться, ведь уровень безопасности тут очень высокий. Страна стабильно входит в топ мировых рейтингов с самым низким уровнем преступности. Люди спокойно оставляют ключи в машине или забывают телефон в кафе, будучи уверенными, что все останется на месте. И вот этот неспешный ритм жизни особенно ощущается в Маскате, столице Омана, откуда я и начинаю свое путешествие по этой стране. И исключительно для контекста 75 секунд истории Омана. Настоящая душа Омана – это море. С самых древних времен Оман был настоящим морским гигантом. На протяжении веков его порты и гавани привлекали купцов из Индии, Африки и Персии. И хотя сегодня эти торговые пути утратили свое былое значение, морская культура продолжает жить в этом народе. Столица Омана всегда была важным морским портом. Ее стратегическое расположение делало ее объектом борьбы между великими державами. Османы, португальцы, персы – все стремились завладеть этим местом, но оманцы смогли отстоять свою землю. На дворе лихие 1500-е. Португальцы захватили Маскат, сделав его своей военной базой. Однако их присутствие весьма шаткое. Местные правители неоднократно пытаются вернуть контроль над городом. Османская и Персидская империи не стоят в стороне и также стремятся к установлению контроля над Маскатом, учитывая его стратегическое положение в Персидском заливе. Однако и они не могут захватить этот город. Позже их усилия лишь сыграли роль в ослаблении португальского влияния. 1650 год. Султан Насир ибн Муршид собрал силы и наконец изгнал захватчиков со своей земли. Это стало не просто военной победой, а становлением Омана как независимого и сильного государства, а Маскат стал центром торговли и форпостом обороны Аравийского полуострова. Как-то так случилось, что Оман вновь стал небогатой страной, можно даже сказать бедной. Тут было всего несколько школ на всю страну и 3 асфальтированные дороги. Но все изменилось после 1970 года, когда султан Саид ибн Теймур отказался от трона в пользу своего сына Кабуса. Тогда-то все и пошло и поехало. Нефть, экономическое возрождение, в общем, страна начала процветать. Однако Кабус не был человеком, который слепо шел за модернизацией. Он знал, у Омана есть душа, и ее нельзя потерять. Он поддерживал ремесленников, восстановил сотни старинных фортов, таких как Бахла и Низва, и ввел строгие правила для защиты архитектурного наследия. В отличие от соседних стран, которые, дорвавшись до денег, начали соревноваться в высоте своих зданий, Оман пытается сохранить свою собственную идентичность. В Маскате вы не найдете небоскребов. Почему? Потому что тут действует запрет на их строительство. Оман придает огромное значение сохранению своей традиционной архитектуры. Это государственная политика, направленная на то, чтобы города сохраняли свой аутентичный облик.
Хотя прямого запрета на небоскребы нет, действующие нормы и политика Омана фактически ограничивают строительство высотных зданий. В отличие от соседних стран, где небоскребы символизируют современность, тут выбирают путь сохранения культурного и исторического наследия. Также Оман делает ставку на эксклюзивный и экологичный туризм, а не на массовый. Это даже указано в официальной стратегии по развитию туризма в Омане. Согласно ей, цель страны привлекать не массового туриста, а меньшее количество исключительных посетителей, которые остаются на более длительный срок и тратят больше средств, при этом не нанося вреда местной культуре и окружающей среде. В результате Оман выглядит как оазис аутентичности и гармонии среди стран Персидского залива с их ультрасовременными городами, что и является его главной изюминкой. Султан Кабус правил целых 50 лет и за время своего правления построил в столице Омана, Маскате, большую мечеть, которая так и называется – мечеть Султана Кабуса. Это одна из самых крупных мечетей в мире, открытая в 2001 году. Белоснежные стены, массивный купол и 5 минаретов, огромный главный молитвенный зал с богатой отделкой, а пол покрывает персидский ковер, который долгое время считался крупнейшим в мире. Мечеть Султана Кабуса часто сравнивают с мечетью шейха Заида, которая находится в Абу-Даби. Тут похожий по размеру ковер, похожий по размеру люстра, но в отличие от мечети шейха Заида, в эту мечеть можно зайти прямо внутрь. Под куполом висит грандиозная люстра высотой 14 метров, сделанная из хрусталя Сваровски. Она освещает зал более чем 1000 ламп. Снаружи мечеть окружена ухоженными садами. Пышная зелень и благоухающие цветы у белоснежных стен создают атмосферу покоя. На территории мечети есть уютный парк, высажены цветы, приятная атмосфера. Мечеть открыта для посещения не только мусульманами. Любой, кто уважает традиции ислама и следует установленным правилам, включая строгий дресс-код, может войти сюда. Мечеть Султана Кабуса – это один из символов Омана, который точно стоит посетить, если вы окажетесь в Маскате. Оман считается одной из самых безопасных стран во всем мире. Здесь не услышишь истории о кражах, угрозах от навязчивых продавцов, ничего, только тишина и спокойствие. Причем эта безопасность сохраняется не только в столице, но и за ее пределами. В Омане крайне низкий уровень преступности, особенно если речь идет о мелких правонарушениях вроде краж. Жители страны с гордостью утверждают, что можно оставить телефон или кошелек на рынке и вернуться спустя несколько часов, чтобы забрать их с того же самого места. Говорят, что в Омане настолько безопасно, что можно оставить свой телефон и никто его не возьмет. Давайте это проверим. Сейчас я пойду, сяду, посижу и встану, будто я забыл телефон. Посмотрим, возьмет ли его кто-то. Пока мы ждем, давайте расскажу, почему в Омане такой высокий уровень безопасности. Во-первых, это связано с исламской культурой, где воровство и обман считаются большим грехом. Во-вторых, местное законодательство, которое также играет важную роль. В Омане строгие, но справедливые законы, которые поддерживают порядок и обеспечивают безопасность как граждан, так и туристов. Такая строгость в итоге защищает как тех, кто живет здесь, так и гостей, приезжающих ненадолго. А еще важную роль в безопасности играет оманское гостеприимство. Здесь уважают чужаков, особенно путешественников. И если вы заблудитесь в пустыне, забудете что-то в отеле или столкнетесь с любой другой проблемой, будьте уверены, вам помогут. В общем, прошло несколько минут, никто даже не обратил внимания на мой телефон, никому он тут не нужен. Так что можете не переживать за свою безопасность, когда прилетите в Оман. Набережная Матрах – то самое место, где встречаются море и горы. С одной стороны раскинулся бескрайний залив, а с другой стороны высокие горы, на вершине которых находится крепость Матрах, которая была построена в 16 веке и долгое время защищала этот берег от врагов. Если подняться на нее, то можно увидеть набережную во всей красе. Белоснежные дома, вытянувшиеся вдоль Лазурного залива. Их стены помнят времена, когда к берегам причаливали караваны с пряностями, тканями, золотом. Хороший вид на набережную, приятная эмбиент-музыка.
Но не знаю, стоит ли это 10 долларов за вход, как будто бы выгоднее просто посмотреть на эту башню снаружи. Узкие улочки между зданиями укрывают от жары, а легкий ветерок с моря приносит свежесть, смешанную с ароматом ладана, который здесь горит почти повсеместно. Именно здесь, в Омане, выросла культура производства ладана. В южной части страны растет дерево босвелия, смола которого ценится своим глубоким ароматом. Когда-то ладан ценился как золото, а его торговля приняла какие-то огромные масштабы. Я даже стою возле чаши, в которой топят тот самый ладан. В культуре Омана ладан играет важную роль и до сих пор остается востребованным. В народной медицине Омана ладан даже используется для лечения, при кашле, проблемах с кожей и даже как антисептик. Ладан в Омане буквально повсюду. Его аромат наполняет дома, мечети и рынки. Местные продавцы предлагают разнообразные варианты с уникальными ароматами и свойствами, от расслабляющих до бодрящих, способных поднять настроение. Это один из тех сувениров, которые стоит взять с собой из Омана. Рядом с набережной есть еще одно замечательное место. Это рынок Матрах. Раньше тут можно было прочувствовать настоящую атмосферу Омана, но так было до того, как сюда понаехали туристы. Поэтому я не знаю, стоит ли сейчас совершать тут какие-то покупки. Конечно, чтобы познакомиться со страной поближе, посещение таких базаров обязательно. Рынок Матрах похож на лабиринт. Здесь нет смысла искать что-то конкретное, просто идешь, следуя за запахами ладана и специй. В общем-то, ароматы здесь это отдельная история. На одном прилавке серебряные украшения, на другом специи в ярких мешках, золотистый шафран, черные стручки ванили, зеленые семена кардамона. Здесь можно найти все, что отличает оманскую кухню. Если же вы решите здесь что-то покупать, то обязательно торгуйтесь. Здесь торговаться не просто принято, а я бы сказал нужно. Бывает, продавцы сами ожидают, что вы начнете снижать цену. Днем набережная и рынок – это место для неспешных прогулок, где можно насладиться видом на залив и горы, а вечером район преображается, мягкий свет фонарей поднимается над водой, базар оживает новыми красками, люди собираются у кафе, чтобы выпить арабского кофе и попробовать ту самую оманскую халву. Ну а мы отправляемся из Маската в следующий город. Короче, я разбил машину. Да, вот так бывает. Как такое случилось, расскажу чуть позже. Низва – один из самых древних и значимых городов Омана. В прошлом он даже был столицей страны и оставался финансовым, культурным и религиозным центром. Из-за своего удачного расположения на торговых путях сюда стекались караваны с шелком, специями и благовониями. Низва была столицей Омана в период раннего исламского государства, начиная с 7 века. Ее стратегическое расположение в оазисе и окружение горами Хаджар сделали ее важным центром политической, экономической и религиозной жизни. С первых веков принятия ислама Низва стала известна как центр изучения шариата и исламских наук. Здесь находились медресе, где обучали будущих ученых и судей. Низва до сих пор считается одним из важнейших религиозных городов Омана. Низва долгое время оставалась оплотом имаматской власти в Омане. Здесь избирались и правили имамы, которые стремились объединить страну и защищать ее независимость. Сегодня Низва известна своим богатым историческим наследием и аутентичной атмосферой. Главной достопримечательностью города является форт Низва 17 века с массивной круглой башней, откуда открываются панорамные виды на окрестности. Рядом расположен традиционный рынок, сук, где можно приобрести серебряные украшения, специи, финики и много глиняной посуды. А по пятницам проходит рынок скота, где местные жители в традиционной одежде торгуют овцами, верблюдами и козами. Кстати, именно с Низвы началось изгнание португальцев и освобождение Омана. Узкие улицы Низвы ведут к базару, за которым возвышается огромный форт, построенный аж в 17 веке. В те времена он выполнял не только оборонительную функцию, но и был центром власти, в стенах которого принимались решения, проходили суды и переговоры. Башня форта – настоящее инженерное чудо своего времени. Она очень массивная, настолько, что диаметр ее основания 45 метров при высоте в 34 метра. Со смотровой площадки открывается вид, который буквально перехватывает дыхание. Бесконечные оазисы, горы и пустыня.
Вид с крепости, конечно, невероятный. Бесконечные оазисы, горы, и стражники могли заметить врагов издалека. В стенах башни спрятаны механизмы, которые превращали нападение врага в смертельный квест. Узкие коридоры с ловушками, отверстия для выливания кипящей воды или масла, большое количество пушек, из которых велся огонь. Все это делало форт неприступным. Чтобы выдерживать долгие осады, здесь были склады с продовольствием и водой, залы для встречи суда, а также жилые помещения. Рядом с крепостью Низвы есть рынок, и я как раз слышал, что оманская халва какая-то очень вкусная. Сейчас пойдем и проверим. Оманскую халву можно приравнять к местному символу. Тут она очень мягкая, почти тягучая, приготовленная с использованием различных специй. Где-то добавляют шафран, где-то розовую воду, а где-то орехи. И она правда такая вкусная, что сложно оторваться. На рынке можно найти большое количество вкусов этой халвы. Пройдя чуть дальше, вы найдете места, где продают финики. Тут их реально сотни видов. От маленьких, темных и сладких, как мед, до крупных, почти карамельных на вкус. Не пожалейте увезти кусочек этой атмосферы с собой. И вы точно не пройдете мимо глиняной посуды. Она простая, без лишних украшений. Местные покупают такие кувшины для хранения воды. Глина сохраняет ее прохладной даже в жару. Недалеко от Низвы есть целый город, прославившийся своим гончарным искусством. В получасе езды от Низвы в самом сердце Омана стоит еще одна глиняная цитадель – Бахла. Крепость Бахлы даже древнее, чем Низвы. Построенная в 13 веке, она возвышалась над всей округой, а ее стены, сложенные из обожженного кирпича и глины, протянулись на 12 километров, окружая не только саму цитадель, но и древний город. Сам город Бахла, примыкающий к крепости, издавна был центром гончарного искусства. Здесь создавались предметы, славившиеся своей прочностью и красотой. В 1987 году ЮНЕСКО признала Бахлу объектом всемирного наследия. Этот статус подтверждает ее важность как символ истории Омана. Низва и Бахла – это те места, которые обязательно нужно посетить в Омане, чтобы глубже познакомиться с историей и культурой этой страны. А теперь давайте посмотрим, какую невероятную природу скрывает Оман. Это не только города или древние крепости, но и удивительная, полная контрастов природа. Характерные для этого региона пустыни с бескрайними песками, а в Омане их целых две – Руб-аль-Хали и Вахиба. В то же время тут есть место, называемое Аравийским Гранд-Каньоном. Наивысшая точка Омана – Джебаль-Шам с высотой примерно 3000 метров, откуда открываются просто невероятные виды. Конечно же, оманские пляжи, омываемые Аравийским морем. Они славятся своей чистотой. Посмотрите на этот цвет воды, тут нет никакой цветокоррекции. Здесь можно увидеть китов, дельфинов, а также редких черепах, которые каждое лето откладывают свои яйца в песке. Одно такое место мы даже постараемся посетить. Еще одной удивительной чертой Омана являются его фьорды и оазисы, которые тут называются вади. В них смешиваются пустынные скалы и тропическая зелень. Но сейчас я хочу вам показать такое место, которое вы вряд ли найдете где-то еще. На первый взгляд может показаться, что мы приехали погулять в самый обычный парк, но там нас ждет кое-что необычное. Хотя такие впадины не являются уникальными в мире, в Аравийском регионе их появление все же относительно редкое, из-за сухого климата и ограниченного количества подземных вод. Этот называется впадина Бима, и это естественный карстовый провал, который заполнен кристально чистой водой. Впадина Бима – одно из удивительных природных чудес Омана. Просто посмотрите на ее форму и цвет воды. Это огромный естественный карстовый провал, заполненный кристально чистой водой, изумрудный цвет которой буквально завораживает. Вокруг этой впадины ходят легенды, что она появилась из-за падения метеорита, но в реальности она возникла в результате геологических процессов. Растворение известняка, характерного для этой местности, привело к обрушению грунта и образованию провала. Впадина представляет собой почти идеальную круглую чашу диаметром около 40 метров и глубиной до 20. Вода в ней имеет удивительный бирюзовый оттенок благодаря сочетанию соленой воды, поступающей из подземных каналов, и пресной
пресной воды. В ней можно искупаться, чем многие и занимаются. А еще есть фиш-спа, ведь в воде обитают маленькие рыбки, которые аккуратно почистят ваши ноги, если вы просто погрузите их в воду. Сама впадина находится на территории парка, вход в который бесплатный, а спуск сюда оборудован лестницей. И, кстати, тут совсем мало туристов, так что можно спокойно поплавать. От Маската до нее около 120 километров, и это популярная остановка для путешественников, следующих вдоль побережья. Как раз чуть дальше находится кое-что помасштабнее. Оазисы Омана или Вади – это такие природные уголки, которые кажутся чем-то нереальным посреди пустынного пейзажа. Обычно это узкие ущелья с рекой или источником внизу, окруженные пальмами, камнями и зелеными кустами. В Омане есть много различных вади. Самые известные из них, например, Вади-Шаб. Вади-Шаб надо пройти пешком через живописные ущелья, а в конце ждет бассейн с изумрудной водой, где можно поплавать. Еще есть Вади-Бани Халид, где вода такая голубая, что кажется, ее специально подкрашивали. Этот называется Вади-Тиви. В отличие от Вади-Шаб, тут нету много туристов. Сейчас я сижу тут вообще практически один. Эти места не только красивые, но и важные для местных жителей. Они здесь выращивают финиковые пальмы, собирают воду для орошения и отдыхают от жары. Побывать в одном из этих вади – это как попасть в другое измерение, где пустыня вдруг превращается в настоящий рай. Вообще, по определению, вади – это высохшее русло реки, которое в сезон дождей наполняется водой и образуются вот такие красивые водоемы. Вади-Тиви – это один из самых живописных оазисов Омана. Он спрятанный среди скалистых гор и уютных деревень. Этот вади, расположенный недалеко от побережья, славится своим уникальным сочетанием зелени, спокойных водоемов и сельской местности. Он окружен небольшими деревнями, где жители все еще живут традиционной жизнью. Здесь можно увидеть местные фермы, где выращивают бананы, финики и другие фрукты. Тихая жизнь в этих местах кажется совсем другой. Тут все еще сохранились старинные каналы, а флаш – это такие простые, но умные системы, которые до сих пор снабжают деревенские поля водой из горных источников. Хотя Вади-Тиви менее популярен среди туристов, чем, скажем, Вади-Шаб, оно также обладает природными бассейнами, где можно освежиться, а крутые утесы, сочная зелень и яркое синее небо создают контраст, который сложно передать словами. Вади-Тиви находится примерно в 2-3 часах езды от Маската. Дорога к этому Вади-Тиви проходит через все ущелье, и это не самый легкий путь. Но оно того стоит. Виды, которые открываются в некоторых местах, просто неповторимы. Сначала открываются хорошие виды, но потом они становятся еще красивее. Правда, дорога портится. Разнообразие природы в Омане не заканчивается бассейнами и оазисами среди гор. Я еду на самый юг страны, в место, где гнездятся черепахи, но всю дорогу мне не давал покоя один вопрос. Во сколько мне в итоге обойдется ремонт машины? По поводу машины. Сейчас идут переговоры. Когда я ее брал, мне сказали, что она полностью застрахована, но все равно сейчас требуют каких-то денег. Продолжаем разбираться. А по пути я заехал в известную оманскую пустыню – Вахиба. Я в Оманской пустыне. Это, конечно, не та, что в Вади-Рам, но тоже прикольно. Тут есть свои дюны, другой цвет песка, и прикол в том, что тут вообще никого нет, в отличие от Вади-Рам. Но песок есть песок. Песок есть песок. Нельзя приехать на Ближний Восток и не оказаться в пустыне. И как вы уже могли понять, Оман пока не слишком популярное место для туризма. И часто где вы будете совершенно один. Я был в Омане в высокий сезон и туристов видел только в Маскате и Низве. Если говорить про природу Омана, то тут можно наслаждаться одиночеством. В хорошем смысле.
Пустыня Вахиба сразу поражает масштабами. Она занимает площадь в 12,5 тысяч квадратных километров. Говорят, что тут есть огромные дюны высотой до 100 метров. Я не заезжал слишком далеко вглубь пустыни, но даже рядом с ее границами можно наблюдать замечательные пейзажи. Конечно же, и тут есть бедуины, кочевники, которые продолжают вести свой традиционный образ жизни. Они живут в шатрах, разводят верблюдов и кочуют с места на место. Наверное, в любой пустыне можно их найти. Интересно, что вот тут вот пустыня, а вот там недалеко уже поселок, люди держат огороды, разводят там скот, живут своей обычной жизнью. А вот тут пустыня, безжизненная. Что по поводу развлечений в Вахибе? Стандартный набор для пустыни. Можно покататься на внедорожниках по дюнам. Если любите доски, то попробуйте сэндбординг. Это как сноуборд, только вместо снега – песок. А если хочется чего-то более спокойного, есть прогулки на верблюдах. Можно нанять местного гида и отправиться в путешествие по этой огромной пустыне. Противоположность этому безжизненному морю – богатая экосистема. Говорят, что несмотря на эту безжизненную степь, тут богатая экосистема. Можно встретить газелей, пустынных лис, редких птиц, которые останавливаются возле оазисов. Но я пока их не нашел. Если думаете, что пустыня – это только песок и отсутствие комфорта, то зря. Тут есть уютные кемпинги, мягкие подушки, вкуснейшая оманская еда, и все это в атмосфере полного уединения от мира. Даже связь вряд ли ловит. А вот там вдалеке что-то пасется. Может, это и есть те самые редкие звери? И, конечно, пустыня полна историй. Местные говорят, что здесь веками ходили караваны, которые связывали разные уголки Аравии. Люди шли по этим пескам, оставляя следы, которые потом уносил ветер. Однако главное, что дарит Вахиба, это тишина. Здесь нет никакого городского шума и суеты. Очень спокойное и умиротворяющее место. Правда, довольно жарко. Красивая, прикольная пустыня, мне нравится. Но единственный минус, что тут почему-то очень жарко. Несмотря на то, что во всем остальном Омане умеренная температура, сейчас это конец января, тут прям очень жарко. Но если вы будете в Омане, постарайтесь доехать до этой пустыни. Это станет запоминающимся приключением. Короче, в Омане есть все. Есть пустыни и оазисы, есть море, есть горы. В общем, найдется все, что душе угодно. Вам, наверное, интересно, сколько в итоге я заплатил за ремонт машины. Прикол в том, что я бы не заплатил ничего, если бы я врезался в другую машину или другая машина врезалась бы в меня. Но я снес столб. И за подобные ошибки приходится платить. Моя ошибка обошлась мне в $400. В 2 часах езды от Вахибы находится тот самый Черепаший берег, куда я и следую. Место называется Рас-аль-Джинс, и это самый восточный мыс Омана, где каждый год тысячи зеленых черепах приплывают из всех уголков Индийского океана, чтобы отложить яйца. Это одно из крупнейших мест гнездования зеленых черепах в мире. Сезон гнездования длится круглый год, но пик приходится на летние месяцы, особенно с июня по август. Именно тогда можно увидеть, как черепахи выходят на берег ночью, копают ямы и откладывают яйца. Но даже за пределами этого времени года черепахи продолжают откладывать яйца, обеспечивая постоянный цикл жизни. Сложно поверить, но эти черепахи возвращаются именно сюда, на тот же самый пляж, где сами появились на свет. Их внутренняя навигационная система работает как компас, указывая путь через тысячи километров океанских просторов. Через 50-60 дней из яиц вылупляются маленькие черепашата. Если повезет, можно увидеть, как эти крошечные существа спешат к воде, инстинктивно находя путь к океану. Маленькие черепашки размером с ладонь устремляются к морю, преодолевая все препятствия на своем пути. Их ждут хищные птицы, крабы и суровый мир океана. Лишь 1 из 1000 доживает до взрослой жизни. Это место строго охраняется, чтобы минимизировать вмешательство человека. Он здесь гость, а не хозяин. Ночные экскурсии проводятся с гидом, чтобы не нарушать покой животных. Красный свет фонариков помогает наблюдать за черепахами, не пугая их.
Место защищено как заповедник, и строгие правила помогают сохранить уникальную экосистему. До пляжа можно дойти только с организованной группой, что предотвращает загрязнение и разрушение природной среды. В нескольких километрах от пляжа есть уютные отели и эколагеря, где можно остановиться. Многие из них предлагают экскурсии на рассвете или ночью, чтобы наблюдать за черепахами. Сам я, к сожалению, не смог посмотреть, как черепахи откладывают яйца. Я приехал к месту недалеко от Рас-Аль-Джинс и хотел сходить на подобную ночную экскурсию, но ее просто не оказалось. Я думал, возьму морскую прогулку и хотя бы посмотрю на черепах в воде. Но и тут облом, потому что лодка была слишком маленькая и в ней еще и не было мест. Но, в принципе, я ни о чем не жалею, потому что если бы я не поехал смотреть на черепах, то я бы не заехал в пустыню Вахиба и не заехал бы в следующий город – Сур. Сур – это город, который издавна славится как центр судостроения в Омане. А как вы уже знаете, судостроение очень важная часть этой страны. В городе Сур до сих пор строят традиционные оманские парусники. Называются они доу. Это те самые корабли, которые бороздили моря и океаны, когда Оман был морской империей. В мастерских можно увидеть процесс создания этих судов, от обработки дерева до последних штрихов. Это ремесло передается из поколения в поколение и, похоже, до сих пор остается важной частью культуры города. Сур был важным портом на пути между Оманом, Индией и Восточной Африкой. Через него проходило много товаров. Город был воротами Омана в остальной мир. Именно через Сур проходила важная часть торгового пути, связывавшего Оман с Занзибаром и другими регионами Восточной Африки. Это способствовало обмену не только товарами, но и культурой. Многие традиции Омана имеют корни, уходящие к этим торговым связям. В 16 веке Сур оказался под угрозой тех же португальцев, когда они захватили Маскат и другие торговые порты региона. Однако этот город сохранил свою независимость и стратегическую важность благодаря упорству местных жителей. Когда открылся Суэцкий канал, многие маршруты, проходившие через Сур, стали менее популярными. Это ослабило экономическое значение города, но традиции судостроения все равно остались живы в этом месте. Когда-то отсюда уходили экспедиции в далекую Индию, Африку, Мадагаскар и открывались новые земли. Что посмотреть в Суре? Главная гордость города – это лодочные мастерские. В них можно увидеть процесс ручного изготовления традиционных деревянных лодок. Мастерские открыты для посетителей, и вы можете узнать, как местные мастера веками строят суда без современных технологий. Есть маяк, который называется Аль-Аях, расположен на побережье, и он является символом Сура. Отсюда открываются прекрасные виды на океан, гавань и старую часть города. Особенно живописно здесь на закате. Некоторые мечети Сура знамениты своей архитектурой и богатой историей. Их посещение поможет узнать больше о культуре и религиозной жизни города. И, конечно же, и в этом городе есть своя крепость. Да и в целом в Суре, как и в других городах Омана, такая же спокойная атмосфера, неторопливый ритм жизни, приветливые люди. Мне он напомнил большую деревню, но не своим внешним видом, а своей тишиной. Перед тем, как начать монтировать это видео, единственное яркое воспоминание про Оман у меня было инцидент с машиной. Согласитесь, не очень приятно попадать в такие ситуации, еще и в чужой стране. Но после того, как я начал монтировать, я начал вспоминать все эти места, в которых я был, эмоции, которые испытал. И я осознал, что Оман – это та страна, куда я хотел бы вернуться.
Поэтому я надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте ему лайк, напишите любой комментарий, подписывайтесь на канал. Увидимся!